Глава 326. Отказаться от жизни ради спасения другого. Чу Тянь и Мэн Цин упадали с высоты 400 метров. В ушах свистел ветер, стремительно приближалась земля. Если они упадут с такой высоты, их внутренние органы лопнуть, будь их тело сделаны даже из железа. Еще опаснее было то, что стервятники, на которых летели гончие войны, не собирались их упускать. Если они разобьются, стервятники мгновенно окружат их и разорвут когтями на части. «Проваливайте!» Чу Тянь перерезал живот стервятнику, применив ци меча, и окровавленные кишки расцвели на его животе, словно цветок. Вдруг Чу Тянь услышал потрясенный крик Мэн Цинуи, повернув голову, увидел, что стервятник уже схватил ее когтями. Солдат колол Мэн Цину копьем, однако он был слабым и не мог с первого удара пробить бессмертное звездное тело Мэн Цину. Мэн Цин усхватила копье и отбросила солдата. Чу Тянь опустил адский меч и сложил ладони. Драгоценный меч превратился в поток света и пронзил стервятника, который испустил одинокий крик. Адский меч взорвался энергией, и в небо вырвалось сине-голубое пламя. Пугающий адский огонь сжег и стервятника, и его всадников. Пламя превратилось в человеческую фигуру, которая напоминала дьявола. Ад. «Убей их!» Понял, хозяин, демон призвал духовных существ, у которых не было крыльев, однако они могли летать, как метеоры. Они врезались в стервятников, и в небе вспыхнуло 7 костров. Чу Тянь схватил адский меч, Мэн Цину, и они вместе упали. Зеркальные воды озера, которое находилось в прериях, нарушились 2 сильными всплесками. Оба чуть не достигли дна. Обычный человек уже давно лишился бы внутренних органов и умер. Чу Тянь ударился об камень на дне озера, и тот раскололся на куски, однако с Чу Тянем ничего не случилось. Он ощутил, как кружится голова, но быстро стал дергать ногами, всплывая на поверхность. Он видел, как трепыхается Мэн Цину. Кажется, молодая госпожа не умела плавать, а в ее бедре торчала стрела. Она не могла двигаться. Чу Тянь кинулся к ней и схватил обеими руками за талию, после чего вытащил ее на поверхность. Мэн Цин и Чу Тянь задыхались. Мэн Цину поспешно, обеспокоенным голосом спросила: «Ты в порядке?» «Конечно, жизнь у меня тяжелая, но я в порядке». «Как ты, молодая госпожа?» «Раны серьезные», — озаботился Чу Тянь, ощупывая тело молодой госпожи. Наконец он коснулся ее бедра и сломал стрелу духовной энергией. «Мы должны выбраться на берег, чтобы очистить рану». Лисенок, плывущий в воде и держащий в пасти адский меч, отдал его Чу Тяню. Чу Тянь схватил меч и поблагодарил Лисенка. Демон до сих пор сражался в небе с гончими войны. Несмотря на то, что он не мог закончить бой, он остановил солдат и стервятников, которые нападали на них, поэтому это был лучший шанс выбраться на берег. Чу Тянь обнимал пышное тело молодой госпожи, держа в руке адский меч. Применив духовную энергию, он оттолкнулся от воды и быстро полетел к берегу. Лисенок снова подал сигнал тревоги. На глади озерца появилась мертвая древесина, однако, приглядевшись, они потрясенно обнаружили, что это не сухое дерево, а 5-метровый аллигатор. Его спина напоминала иссохшее бревно. Черт, это синий аллигатор. Этот аллигатор был демоническим зверем высшего класса с атрибутом воды, который мог пользоваться энергией воды. Его сила была равна пику царства совершенного тела. Раньше Чу Тянь даже не взглянул бы на него, но он так ослаб, что почти лишился духовной энергии, и у него совсем не было сил сражаться. Аллигаторов тут было много, больше 100, а этого было достаточно, чтобы их жизни оказались в опасности. Мэн Цину в панике спросила: «Что нам делать? Бежать? А что еще нам остается делать?» Их падение в воду оказалось вторжением на территорию могущественных демонических зверей, и у них, похоже, был дурной характер. Они мчались к ним, а на голове каждого аллигатора горела синяя руна, которая наполняла их силой озерной воды. Вся поверхность озера словно кипела. Чу Тянь ощущал, как из воды с силой высасывается энергия. Аллигаторы сначала хотели поймать его в ловушку, лишив возможности сопротивляться, а потом разорвать на куски. Меч Чу Тяня выпустил свирепую ци меча, которая мгновенно разрушила их энергию и убила 2 аллигаторов. Этот ход лишь вывел из себя демонических зверей и ничуть не спас ситуацию. Плохо дело, в воде слишком много демонических зверей. С тревогой воскликнула Мэн Цин-У. «Ты не сможешь убежать, если будешь нести меня. Не обращай на меня внимания, просто уходи». Мэн Цину была на пике 5-го уровня пробужденной души. Это не считалось слабостью, это был уровень обычного офицера армии Южного Лета. Но духовный источник Мэн Цин-У не подходил для сражений, поэтому она не могла изучать большинство культивационных техник и боевых искусств. Иными словами, у нее не было никаких навыков, кроме бессмертного звездного тела. Боевая мощь Мэн Цин-У была низкой, особенно теперь, и ей оставалось лишь отступать. Если Чу Тянь понесет Мэн Цину, его шансы на побег заметно снизятся.
Эти звери хотят остановить меня. Чутянь высвободил духовную энергию и устремился вперед, ощущая, как тяжело преодолевается каждый дюйм в 1000 раз тяжелее, чем обычно. По пути он зарезал нескольких аллигаторов. Грохот воды вокруг усиливался, аллигаторы выглядели так, словно вот-вот сойдут с ума. «Возьми это, молодая госпожа». Чутянь дал ей энергетический автомат. Они с Мэн Цин устояли спина к спине, а Чутянь заботился о ситуации впереди. «Прикрой меня». К спине Чутяня устремились несколько больших аллигаторов. Молодая госпожа быстро схватила автомат и нажала на спусковой крючок, чтобы выстрелить светящимися пулями. На поверхности озера тут же образовался пар, а в аллигаторах большие отверстия. Отлично, из-за энергетического автомата аллигатора не могли к ним приблизиться. Мэн Цину сразу стала стрелять по окружающим их аллигаторам. Раскаленные энергетические пули порождали пар, сталкиваясь с водой, и ранили одного аллигатора за другим. Автомат стрелял быстро и мощно. Наконец, оказавшись вне опасности, они медленно направились к берегу. «У меня нет боеприпасов, дай мне еще один магазин. Черт, разве ты не умеешь экономить патроны?» «У меня больше нет». Мэн Цину была потрясена. «Тогда что нам делать?» Чутянь достал энергетический пистолет. Осталось только это, разберись с ними. Пистолет стрелял слишком медленно, а демонических зверей было много, как они могли их убить? Но это следовало сделать. К счастью, Чутянь модифицировал оружие, сделав пули сильнее, и этого было достаточно, чтобы разрушить защиту даже культиватора царства прославленной души. Каждый выстрел убивал по аллигатору. Чем больше аллигаторов они убивали, тем злее становились демонические звери, тем яростнее они на них нападали. У Чутяня оставалось мало духовной энергии, и когда она иссякнет, он уже не сможет поддерживать бессмертное звездное тело. Как только рухнет звездное тело, Чутянь наверняка умрет, сила демонических зверей легко разрушит слабые человеческие тела. Плохо, плохо, я больше не могу двигаться. Духовная энергия Чутяня почти иссякла, они были на расстоянии 200 метров от берега. Для культиватора пробужденной души это был всего лишь шаг, но для Чутяня — расстоянием жизни и смерти. «Молодая госпожа, мы больше не можем плыть», — устало посмотрел ей в лицо Чутянь. «Тебе страшно?» Мэн Цина увидела бледное лицо Чутяня и вдруг заволновалась. Обычно он казался непринужденным, но в такой опасности он изо всех сил ее защищал, не бросая до последней минуты. «Если ты не боишься, то почему боюсь я? В худшем случае мы умрем вместе. Пожалуйста, молодая госпожа, возьми их и держи крепко». Чутянь вложил в руку Мэн Цину ножны и без объяснений, не дожидаясь ее ответа, сказал: «Я хочу кое-что у тебя спросить». Мэн Цин с ошеломленным выражением лица спросила: «Что ты хочешь спросить?» С серьезным лицом Чутянь произнес: «Ин говорила мне, что человек, который нравится молодой госпоже, это великий герой с неукротимым духом или великий мудрец, который спасает жителей королевства». «Думаешь, я такой? В этом вопросе есть смысл?» «Конечно, есть». «Быстро скажи, чтобы я мог спокойно умереть». «Хорошо, хорошо, хорошо, ты такой. Ты такой». «Но шансов уже нет, мы скоро умрем. Чутянь довольно улыбнулся. Вдруг он взмахнул адским мечом и вложил его в ножны, которые держала в руке Мэн Цину. Оставшаяся энергия взорвалась над водой, и Мэн Цин усиленно толкнула энергией. Нет, адский меч толкнул Мэн Цину к берегу, и она, пролетев по воздуху, упала на землю. Она видела, как Чутянь, потратив последнюю каплю энергии, погружается в глубины воды. Его окружили аллигаторы и пошли в последнюю волну ожесточенных атак. «Чутянь. Я не принадлежу этому месту, и этого достаточно, чтобы я был доволен». Правой рукой Чутянь изобразил знак мира. Пусть сестры живут хорошо. Когда Чутянь погрузился в воду, бесчисленные аллигаторы кинулись вперед. Судя по плеску воды, аллигаторы на него напали. «Нет». «Выходи». Мэн Цин слабо рухнула на колени. У нее не было радости от пережитой беды, она была полна боли и глубокого чувства вины. Глава 327. Комплекс молодой госпожи. Пока аллигаторы разрывали Чутяня в клочья, рябь на поверхности озера стала сильнее, а озеро окуталось давлением. Аллигаторы ощутили несравненный страх, словно появился могущественный и древний демонический зверь. Его аура была сильнее, чем у дракона. Из озера поднялась белоснежная фигура, которая была ростом в 3 джаня. Его тело было безупречным, а белоснежный мех глянцево блестел, как шелк, и был прозрачным и ярким, словно нефрит. Глаза его были зелеными, словно нефрит высшего класса. Это был двуххвостых белый лис. Ощутив ауру белого лиса, аллигаторы испугались. Из зеленых глаз лиса вырвался свет, и во все стороны хлынула невидимая духовная энергия. В один миг несколько сотен аллигаторов замерли. Потом их глаза наполнились странным зеленым светом, и они набросились друг на друга, словно марионетки, дико кусаясь.
Мэн Цин недоуменно смотрела, как аллигаторы убивают друг друга, а озеро покрывается алым слоем крови. Белый лис выловил затонувшего чутеня и прыгнул на берег. Он стряхнул с меха воду, и его тело сжалось. Могущественный двуххвостый лис снова превратился в лисенка. Лисенок чихнул. В его глазах виднелась усталость. Им повезло, что его техника пробудилась в критический момент, иначе его хозяин правда бы погиб. Отличная работа, лисенок. Мэн Цин упрыгнула на чутеня и стала похлопывать по лицу. «Как ты? Вставай». Очнись, Чутянь ощущал свинцовую тяжесть век. Он чувствовал, как лица касаются мягкие теплые руки, а его звал знакомый голос. Иногда он был далеко, а иногда прямо перед ним. Эта молодая госпожа, он не умер. Мэн Цину заметила, как дернулись веки Чутеня. Наконец, получив реакцию, она испытала облегчение. «Я знала, что эти страдания тебя не убьют». Мэн Цину схватила его за плечо и встряхнула. «Безответственный ублюдок. Думаешь, это заставит меня тебя благодарить? Ты думал про Ин. Ты заставил бы меня жить с ненавистью и болью. Вставай быстро». Мэн Цину одолевали сложные чувства: счастье и боль, злость и радость. Этот парень любил играть роль героя, но думал ли он об их чувствах? Он думал про Ин. Он не мог умереть, определенно не мог умереть. В нем нуждалось торговое чудо, в нем нуждалась Ин, в нем нуждалась Мэн Цину. Хорошо, хватит трясти. «Если меня не закусали насмерть, то затрясут насмерть», — слабо произнес Чутянь. Медленно открыв глаза, он посмотрел на Мэн Цину, и его глаза вдруг распахнулись. «Молодая, молодая, молодая, молодая что? Ты поглупел». Мэн Цин увидела, что он смотрит на нее, и с любопытством оглядела Чутеня. Вдруг взгляд Мэн Цину замер, и лицо ее покраснело. Раздвинув красивые ноги, Мэн Цин в недвусмысленной позе склонилась над телом Чутеня. От лица Чутеня ее лицо отделяли всего несколько сантиметров, а сила тяжести оттягивала огромные пики Мэн Цин вниз. Заглянув в вырез ее одежды, можно было увидеть все весенние пейзажи. В тонкой белой шее Мэн Цин упала капля воды, скатилась во враг между снежными вершинами и, наконец, добралась до невидимого дна пропасти. На лицо налипли несколько прядей черных волос, которые контрастировали с ее белоснежной кожей. «Ах!» Удивленно и быстро вскочила Мэн Цину, но ощутила, как правую ногу пронзила острой болью. Из-за раны Мэн Цин снова села. Чутянь сразу ощутил, как к его груди прижались две горные вершины. На его рот приземлились мягкие и ароматные губы. Лисенок закрыл глаза. Красивые глаза Мэн Цин широко распахнулись, а на лице Чутеня проступило неверие. Черт, мое целомудрие, он не ожидал, что молодая госпожа окажется такой страстной женщиной. Он спас ей жизнь, и она первой поцеловала его и обняла. Готова ли она предложить ему свое тело? Если молодая госпожа это сделает, он не будет мужчиной, если не отреагирует на это. Чутянь воспользовался моментом, обнял молодую госпожу и крепко ее поцеловал. Мэн Цину настолько оторопела, что не отвергла его, а ее сердце наполнилось невыразимым волнением и ожиданием. «Ты слишком злая, молодая госпожа». Воспользовавшись моим слабым состоянием, силой отняла мой первый поцелуй. Чутянь смотрел на молодую госпожу со страхом, словно девушка была готова его изнасиловать. Наконец Мэн Цин пришла в чувство. Когда она увидела реакцию Чутеня, ее глаза почернели от ярости, и она чуть не упала в обморок. «Очевидно же, что ты. Давай рассуждать логически, молодая госпожа, хорошо? Я сейчас не могу двигаться, а ты обнимаешь меня и силой целуешь. Ты пытаешься уйти от ответственности? Нет. Ай». Мэн Цин нашла эти слова неправильными. Даже она, обычно спокойная, сейчас не могла не волноваться. «Хватит говорить глупости», — Чутянь справедливо произнес. «Мне все равно. Раз ты это сделала, ты можешь это принять. Хотя у тебя плоховатый характер, раз дошло до такого, я могу лишь признать себя проигравшись и неохотно тебе поддаться. Я тебя игнорирую». Мэн Цину так рассердилась, что ушла, не обращая внимания на ногу. Сделав несколько шагов, она все же упала. Чутянь понимал, что рана молодой госпожи тяжелая, поэтому перестал ее дразнить. Он поднял адский меч, который упал рядом. Лезвие меча озарилось синим светом, вернулся дух оружия, уже уничтоживший всех врагов. Чутянь схватил меч и пошел поддержать молодую госпожу. «Позволь мне посмотреть на твою рану». «Нет, это зависит не от тебя». Чутянь заставил ее сесть, и хотя Мэн Цин выражала несогласие, ее тело следовало за ним. Чутянь разорвал ткань, и показалось белое бедро с темно-красной раной. Мэн Цин запечатала кровеносные сосуды духовной энергии, поэтому потеряла мало крови. Это была отравленная стрела. Чутянь мягко надавил на рану молодой госпожи. Яд уже проник в кость.
Медицина страны Южного Лета не сможет спасти Нобу. Мэн Цин У задрожала от страха. Неужели все так серьезно? Чу Тянь засмеялся, но не стоит волноваться, этот яд не сравнится с тем, которым убили короля Южного Лета. Сдержав разложение, я могу тебя вылечить безо всяких последствий. Чу Тянь достал таблетку противоядия 2-го класса, которую создавал лично. Сначала он положил таблетку себе в рот и растопил ее, а потом плюнул на рану. Он осторожно массировал рану, позволяя лекарству просачиваться. Мэн Цин У ощущала, как медленно уходит боль. Увидев, как осторожно Чу Тянь наносит лекарство, она смягчилась. Чу Тянь помог Мэн Цин У забинтовать рану. Не спросив ее, он закинул ее себе на спину. Мэн Цин У немного запаниковала. «Ты что делаешь? С такой раной ты пока не можешь ходить». Чу Тянь направился на юг с Мэн Цин У за спиной. «Гончие войны еще преследуют нас, и если нас поймают, мы точно умрем. Мы должны воспользоваться временем и найти безопасное место». Мэн Цин У собралась с духом. Она никогда не была так близка с мужчиной. Мэн Цин У не была сентиментальной. Поколебавшись, она обхватила шею Чу Тяня руками. Закрыв глаза, она позволила ему себя нести. Ощущать тело молодой госпожи было очень замечательно. Но текущее состояние Чу Тяня было плохим. У него болело все с головы до пят, и он не мог этому радоваться. Мэн Цин У молчала, никто не говорил. Мэн Цин У ощущала, как слабеет пульс Чу Тяня и учащается его дыхание. Должно быть, он был на пределе и двигался лишь благодаря шокирующей силе воли. Сердце Мэн Цин У болело. Чу Тянь был в таком состоянии, однако делал вид, что ничего не происходит, и даже пытался отвлечь ее поддевками. «Чу Тянь, позволь мне спросить», наклонилась к его уху Мэн Цин У. «Кто лучше, И или Ин?» Чу Тянь ощутил, как дыхание молодой госпожи пронзило его ухо. Это было очень приятно, однако Чу Тяню нужно было ответить на вопрос. Беспрецедентный тон заставил сердце Чу Тяня дрожать. «А чем ты спрашиваешь?» «Вы, сестры, совершенно разные, как я могу вас сравнивать? Тогда я спрошу иначе». Гипотетически, но на ком бы ты женился, Чу Тянь ясно ощутил, как быстро забилось сердце молодой госпожи, когда она задала этот вопрос. Что это за вопрос? Это своего рода предложение. Он не мог отвечать, не подумав. «Разве я не могу жениться на обеих?» «Ай, почему ты меня сжимаешь?» Мэн Цин У безжалостно произнесла. «Ты можешь выбрать только одну». Вопрос, который задала молодая госпожа, был слишком коварным. Отношения Чу Тяня с Ин были лучше, молодая госпожа не могла с ней сравниться в таком аспекте. Но если он выберет Ин, разве это не разобьет сердце молодой госпожи? Женщины были сложными, и разве она не надеялась, что он выберет ее? Но если он выберет молодую госпожу, не унизит ли он Ин? Очень тяжело было ответить на этот вопрос. Мэн Цин У с презрительной улыбкой сказала: «Неужели так тяжело ответить? Вы, мужчины, действительно едите из тарелки, а глядите в горшок. Что за бред? Я даже не ел. Я в лучшем случае смотрю на горшок и даже ложки не съел. Ты. Хорошо, хорошо, я понимаю, что молодая госпожа изо всех сил пытается усложнить мне жизнь», почесал в затылке Чу Тянь. «Если хочешь, чтобы я дал ответ, то я выберу молодую госпожу». Мэн Цин У задрожала, и довольная, и недовольная его ответом. Она пнула Чу Тяня по ноге и фыркнула. «Почему? Неужели Мэн Ин недостаточно хороша? Жена должна делить со мной работу. Мозги Ин могли быть и получше, как она может помогать мне управлять компанией. Поэтому лучше всех подходит молодая госпожа. Что касается Ин, ты сказала, что я могу взять в жены лишь одну, но не упомянула наложницу. Эту девочку все равно не заботят титулы, так что никакого сострадания. Я забью тебя до смерти. Хорошо, хорошо, тогда я выберу Ин. Такая свирепая жена мне не нужна. Ау, почему ты опять меня пинаешь? Какое-то время они молчали. А если мы с Ин согласимся, ты будешь искать других женщин. Что ты имеешь в виду? Не прикидывайся дураком. Наньгун, Цайди, Юнья и старшая Бин, все они выдающиеся женщины, ты клянешься, что не посмотришь на них? Даже если поклянешься, я тебе не поверю. Честно говоря, таких мыслей у меня никогда не было. Пожал плечами Чу Тянь. Но раз молодая госпожа так себе не уверена, а моим словами ты тоже не веришь, назову себя универсальным любовником. Я запинаю тебя до смерти, плейбоей. Наконец Чу Тянь получил о молодой госпоже некоторое представление. Хотя молодая госпожа была спокойной и собранной, ее характер был даже хуже, чем у Наньгун Юнь. Это было воистину потрясающее зрелище. Во время обратной дороги задница Чу Тяня опухла от пинков. Однако споры с молодой госпожой помогли Чу Тяню ощутимо расслабиться. Глава 328. Настигающий Малим. Они шли и спорили до наступления темноты. Ночью в прериях было еще опаснее, а оба были ранены,
поэтому они нашли лесок, где можно было в безопасности отдохнуть. Чутянь принял несколько таблеток и стал выравнивать дыхание. Как и ожидалось, его тело было в плохом состоянии, потому что предельная сила повредила меридианы и урезала его жизнеспособность. Это были самые сильные раны Чутяня с его попадания в эту эпоху. Даже 15 дней отдыха не могли ему помочь. Сильнее всего беспокоило то, что его раны невозможно было вылечить сразу. А они могли нанести последствия или даже постоянный урон. Мэн Цин упротянула Чутяню банку с подогретыми консервами. Ешь, это было мясо демонического зверя 2-го класса. Ослабшие культиваторы пробужденной души могли есть его и восстанавливать силы. Мэн Цину осмотрелась, где лисенок, очищает следы ауры, которые мы оставили. Чутянь съел мясо за 3 подхода. Таблетки стали оказывать эффект, и его тело ощутило некоторый комфорт. Гончие войны представляют собой духовных волков, а они славятся своими способностями ищеек. Если бы не лисенок, они бы уже несколько раз на нас напали. Мэн Цину очень заинтересовалась происхождением лисенка. Этот малютка не так-то прост, он обладает силой и большим потенциалом. Я видела, как он сегодня превращался, его аура показалась мне очень знакомой. Словно демонический зверь Великой Древней Эпохи. Демонический зверь Великой Древней Эпохи, Чутянь знал о способностях молодой госпожи. Духовный источник в виде небесной книги обладал большим количеством знаний и воспоминаний и вовремя их пробуждал. Чутянь не знал происхождения лисенка, но знала ли Мэн Цин, демонические звери сильно отличались друг от друга. У некоторых был гораздо более высокий интеллект, они могли применять странные демонические техники. Навыки лисенка очень на них походили, и была вероятность того, что лисенок станет демоническим зверем. Чутянь спросил: «Как много ты знаешь?» «Не очень, в памяти источника лишь доля информации». Поколебавшись, Мэн Цину сказала: «Легенды гласят, что в начале Великой Древней Эпохи существовали высшие древние демоны, которые жили вместе с демоническими богами. Они были очень сильными существами, неуловимыми и непредсказуемыми, а обладали обликом девятихвостых демонических лисиц. Девятихвостых демонических лисиц Чутянь вспомнил о событиях в Центральной государственной башне. Неужели лисенок был потомком демона Великой Древней Эпохи? Если так, то становилось понятно, откуда он знает все эти странные демонические техники. Мэн Цин покачала головой. Я не уверена, однако происхождение у лисенка не самое простое. Чутянь тоже задумался. Сначала лисенок был девятихвостым демоническим лисом, а духовный источник Чутяня был девятиглазым демоническим богом. Что их связывало, и было ли это совпадением? Число 9 было пределом, Чутянь показал головой и не стал углубляться в раздумья. Лисенок пока был в зачаточном состоянии и не обладал силой. Демоны Великой Древней Эпохи жили невероятно долго, они росли тысячи лет, и что им могла дать короткая человеческая жизнь? Чутянь мог дорасти до этого, лишь обретя бессмертие. Тихая ночь окружила их темнотой. Холод ночи и предчувствие опасности сжимало их невидимой рукой. Мэн Цину боялась преследующих гончих войны и нападения демонических зверей прерии, поэтому не засыпала. Ее погладили по плечу. «Не волнуйся, лисенок поблизости и держит дозор. Если к нам что-то приблизится, оно не ускользнет от бдительного лисенка, поэтому не бойся». Мэн Цин очень устала. Она прислонилась к плечу Чутяня и закрыла глаза, погрузившись в неглубокий сон. Чутянь осматривал свои раны. Его осенило скрытым благословением. Чутянь вышел за пределы своих сил, и хотя раны были тяжелыми, этот инцидент стимулировал потенциал его тела. Если он сможет оправиться от ран, его культивация значительно возрастет, возможно, он даже достигнет царства истинной души. Когда на восточном небе показался слабый слой света, Чутянь вышел из состояния восстановления. Его тело переварило несколько драгоценных таблеток, и хотя они не вылечили его раны полностью, они облегчили большинство из них. По крайней мере, часть его духовной энергии восстановилась, и теперь они могли не бояться демонических зверей. Мэн Цину, размеренно дыша, глубоко спала и прижималась к его плечу. Он мягко толкнул Мэн Цину. молодая госпожа, солнце уже высоко. Вставай». Мэн Цину лежала на Чутяне и держала его за руку. Ее красивое лицо было покрыто грязью, но это не портило ее внешность и даже придавало шарм. В красоте молодой госпожи не было недостатков. Ах! Вдруг проснулась Мэн Цин и немного смутилась. Она лишь хотела немного отдохнуть, но, прислонившись к Чутяню, ощутила такую расслабленность, что неожиданно погрузилась в глубокий сон. Что тут произошло? По коже Мэн Цин побежали мурашки. Она всегда была независимой и настороженной. Она бдительно относилась ко всем, кроме младшей сестры, и даже в собственном доме она не спала крепко. Может быть, этот парень уже занял место в ее сердце. Это чувство сбивало Мэн Цину с толку, и она не понимала, что делать. «Нам нужно быстро уходить», Чутянь не обращал внимания на сложные мысли молодой госпожи.
Встав, он увидел, что Мэн Цин У до сих пор лежит на земле. Он удивленно произнес: «Молодая госпожа, что ты делаешь?» «Пошли, я раненый человек, как я могу ходить с такой ногой?» Справедливо спросила Мэн Цину, но она вела себя как капризный ребенок. «Ты не несешь меня. Пока ты спала, я рассеял яд в твоих костях своей духовной энергией. Рана заживает, а ты уже можешь ходить сама», — сказал Чутянь. «Еще хочешь пнуть мой зад?» Не трать силы, Мэн Цину обнаружила, что ее нога снова сгибается, что в ней нет никакой боли. Лицо ее сразу загорелось, и ей захотелось прыгнуть в яму, проклиная Чутяня: «Что за болван, я позволила тебе меня нести, а ты фактически отверг меня». Я так зла, Лисенок изучал дорогу перед ними, а они направлялись на юг. Пережив вместе несколько смертельных событий, молодая госпожа раскрыла ему сердце, и их отношения стали более близкими. Но чем ближе они становились, тем меньше он понимал молодую госпожу. У этой красивой, трудолюбивой и умной бизнесвумен была сторона, о которой никто не знал. Временами она была иррациональной и порывистой. Очень тяжело было понять эту женщину. Факт заключался в том, что у них было время вернуться, и были они в приличном состоянии. Поэтому сегодня они шли намного быстрее. Через несколько часов они оказались всего в 500 милях от имперского города в безопасности. Гончие войны уже не могли их догнать. Чутянь посмотрел вдаль. Там должны находиться патрули имперского города или сторожевые башни. Когда мы кого-нибудь найдем, мы сможем получить быструю лошадь или экипаж, и поездка станет более расслабленной. Молодая госпожа вздохнула. Надеюсь, что так, это долгое и быстрое путешествие отнимало много энергии и физических сил. Лучше бы сэкономить немного энергии, лучше бы иметь быстрых лошадей. Когда они приготовились вдохнуть, вдруг предупреждающе запищал лисенок. С неба донесся звук, похожий на гром. В прежде ясном небе вдруг возник огромный синий ястреб. В длину он достигал около 6 метров, а в ширину — 12 метров, причем каждое его перо словно было вырезано из синего кристалла, его окружали дуги молний. Это явно был сильный демонический зверь. «Осторожно!» Вдруг бросился к Мэн Цин У Чутянь. По земле ударила полоса молнии, образовав огромный кратер, обожженный до черна. От такой силы у них замерли сердца. Этот громовой зверь был как минимум на пике 9-го уровня пробужденной души. Лисенок оскалил зубы, его глаза сверкнули, вдруг приняв демонический зеленый цвет. Его тельце вдруг раздулось, превратившись в 9-метрового демона. Когда лисенок трансформировался, демонический зеленый свет в его глазах стал сильнее. Громовой ястреб сразу же вскрикнул от боли, и его глаза стали разгораться зеленым светом, который, наконец, охватил его зрачки. Громовой ястреб резко закричал и успокоился. Им явно управлял лисенок, однако громовой ястреб оказался слишком сильным, поэтому просто замер. Он словно застыл на месте. Интересно, интересно. Этот громовой ястреб на пике 9-го уровня пробужденной души, а твой духовный зверь может его контролировать. Он явно непросто. Мэн Цину наконец заметила, что на спине громового ястреба стоит всадник. Это был высокий, крепко сложенный человек, который держал в руках длинный черный меч, кажущийся бесконечным. От его тела исходила мощная энергия ада. Малим, меч адского пламени, это был эксперт гончих войны, достигший уровня истинной души, он был словно посланник преисподней, который вселял в людей страх и заставлял их дрожать. Малим не спешил делать ход и дразняще на них поглядывал. «Ты неплохо скрываешь ауру, ты заставил меня всю ночь вас искать. Если бы вы не раскрыли свою позицию утром, я бы даже не смог вас найти. Как думаете, это хорошая цена — заставить меня потратить столько моего времени?» Глава 329. Бесконечное чистилище. Они так и не смогут сбежать. Они не ожидали, что эксперт истинной души догонит их теперь, когда имперский город будет прямо перед ними. Как Чутянь и Мэн Цин могли сразиться с экспертом истинной души? Лисенок отвлекал громового ястреба и пока не мог им помочь. «Покалечьте себя и следуйте за мной», — не спешил Малим, «так вы уменьшите ваши же проблемы». Чутянь обдумал ситуацию. «Я могу пойти с тобой, но ты отпустишь ее». «Нет», — с тревогой произнесла Мэн Цин У. «Чутянь, ты не можешь с ними пойти». Естественно, Чутянь не хотел работать на гончих войны, однако ситуация сложилась скверная. Он мог лишь спасти из жизни сейчас, а сбежать потом. Военнопленные не могут обсуждать условия. А если у меня еще есть тузы в рукаве? Тузы? Ха-ха-ха. Это сила в твоем теле. Несомненно, она очень велика, но сможешь ли ты применить ее снова? Осторожно принюхался Малим. Я ощущаю запах ауры, исходящих от твоих вен, ты очень слаб, невероятно слаб.
Если ты снова это сделаешь, то определенно умрешь. Если я умру, твоя миссия потерпит неудачу». Малим вновь рассмеялся, военнопленный угрожает собственной смертью. «Позволь сказать, что твоя жизнь не имеет никакого значения. Даже если ты умрешь, твоего трупа будет достаточно. Ты слишком много болтаешь. Сначала я убью женщину, на черном мече загорелось пламя, и ужасающие колебания энергии породили дикий ветер. По прерии словно одна за другой прокатывались волны. Черт, я приложу все силы. Чутянь взмыл в воздух и выпустил мощную силу. Малим не ожидал, что Чутянь сможет выстоять. Тогда дай мне испытать твою силу и понять, насколько она глубока. Адское пламя. Черный меч покрылся пламенем, которое в сочетании с силой духовного источника Малима породило огромного черного дьявола. Он, словно метеор, устремился к Чутяню. «Чутянь!» — панически закричала Мэн Цин У. Это была атака духовного источника эксперта истинной души. Культиватор пробужденной души не мог блокировать силу такой атаки. Руки Чутяня образовали печать, его глаза вдруг открылись, и в них снова появились 7 демонических зрачков разного цвета. Его тело тут же наполнилось загадочной силой, и он превратился в невероятно высокого девятиглазого демонического бога. Черный дьявол даже не успел подойти, его поразило давлением, и он растворился в воздухе. Вот она, вот эта сила. Малим дико поморщился. Как такой слабый человек мог обладать этой силой? Похоже, эта сила заполнила пространство перед Чутянем, и дрожь воздуха была видна невооруженным глазом. Черный дьявол задрожал. Малим не мог скрыть ужаса. У духовного источника этого человека было много атрибутов, и он мог свободно между ними переключаться. В крепости эта мощь мгновенно лишила жизни 5 экспертов на пике 9-го уровня пробужденной души. К тому же, он мог управлять пространством, встряхивая его или телепортируясь. Это была легендарная сила, даже в крупных империях лишь единицы могли влиять на пространство. Но сила этого человека, с которой он искажал пространство, поражала воображение Малима. Но что с того, что он был таким сильным? Холодно улыбнувшись, Малим произнес: «Твоя жизненная сила быстро истощается. Ты точно умрешь, если продолжишь сражаться. Я даю тебе последний шанс. Сдайся мне и поклянись в верности гончим войны, и ты сможешь жить дальше». Слова Малима были правильными. Трудно было представить, какое неблагоприятное воздействие на тело Чутяня оказывала уже вторая попытка применить силу его основного духовного источника. Хотя его тело было на 2-м уровне бессмертного звездного тела, оно все еще было слишком слабым. К тому же, у него была недостаточно высокая культивационная база, так что его тело не могло противостоять давлению духовного источника. Когда Чутянь заблокировал атаку Малима, треснули все вены в его теле, из его пор хлынула кровь. Она напоминала пот, который невозможно было остановить, и он вмиг обогрелся кровью. Одна атака, он мог блокировать лишь одну атаку, Чутянь был уже на пределе, и в лучшем случае он мог остановить еще одну атаку. Если он сможет убить Малима, молодая госпожа безопасно вернется домой. Если не сможет, то они оба тут погибнут. Естественно, даже в лучшем случае Чутянь не был уверен в выживании. Теперь все зависело от удачи. Девятиглазый демонический бог закрыл 8 глаз и открыл один. Этот глаз соответствовал золотистому зрачку Чутяня, и его окружали невидимая сила. Что это была за атака? Малим не ощущал стихийных колебаний, он ощущал лишь сильную энергию, которая словно накрыла весь мир. Он ощущал непреодолимый страх, потому что сила казалась неудержимой. Словно она могла проникнуть во что угодно, словно с ней не могла справиться ни одна оборона. В глазах у Малима потемнело, мир вокруг него рухнул. Словно духовная энергия лишила Малима всех чувств, бросив его в немой темный космос. Это была духовная атака, Малим смутно это понимал. Духовная сила сочеталась с разумом владельца, так что это было нечто вроде божественного чутья, Чутянь уже достиг лампы разума. Духовная энергия Чутяня истощилась, и он не мог пользоваться другой силой, поэтому самой безопасной была лампа разума, именно она могла атаковать Малима. Атака божественного чутья была духовной атакой. Духовные атаки были невидимыми, они не оставляли следов. Если у человека не было сильного божественного чутья, он не мог от них защититься. Гончие войны были духовными зверьми. Духовные звери мало что знали про культивацию божественного чутья. Духовный источник Малима не был духовным, и хотя он не знал про свое божественное чутье, но полагал, что он на уровне глаза разума. Культивация Чутяня была ниже, чем у Малима, но его божественное чутье превосходило чутье Малима. Атаковав божественным чутьем, он выбрал собственное преимущество и надавил на недостатки противника — бесконечное чистилище. Малим ощутил, как в его сознание ворвался страшный холодный голос, и окружающий космос изменился. Он словно оказался в подземном мире, полном лавы. Земля под ним стала лавой, а из нее потянулись вверх огненно-красные столбы.
Ожесточенный демон, покрытый красной жиркой лавой, кинул в Малима раскаленную железную цепь. Малима тут же опутала железной цепью, которую кинул демон с головой быка, и пламя, исходящее от цепи, причинило Малиму неописуемую боль. Словно пламя сжигало не только его тело, но и душу. «Проваливай!» Взревел Малим и вырвался на свободу, разорвав цепь. Взлетел черный меч, и демон с головой быка издал жаркий крик, а потом рассыпался на языки пламени. «Хочешь убить меня этой неизвестной техникой?» Не успел голос Малима утихнуть, как из озера лавы поднялись несколько фигур, которые оказались пугающими демонами с бычьими головами. Чудовища медленно поднимались с дна озера, каждый из них держал цепь, покрытую огнем. У Малима помутилось сознание. Его тело словно раскололось на два разных Малима. Они смотрели друг на друга, однако обеими телами управлял один разум. Демоны вскинули пылающие цепи и приготовились нападать. Малим поднял меч, чтобы разрубить цепи, и ударил по демонам с бычьими головами. Чего Малим точно не ожидал, так это того, что по цепи ударит и другой он, а его тело и разум охватит невыразимая боль. Что происходит? В этом пространстве у Малима было два разных тела, у каждого были органы чувств, а разум был единым, так что тела не делились на основное и вторичное. Если бы Малим защищал левую руку, но поранил правую, он все равно испытал бы боль. Проклятие! Что это за злая техника? Малим управлял обеими телами, пытаясь сопротивляться демонам с бычьими головами, появился третья волна демонов с головами быков. Малима удивило, что демонов стало больше, а количество его тел тоже увеличилось. Когда появилась третья волна, демонов стало 18, а у Малима стало уже 3 тела. Сознание обычного человека могло оперировать лишь одним телом. А сейчас сознание одного человека было связано с 3 телами, и движения Малима уже не были такими гладкими, он часто посылал приказы не тому телу. Хуже всего было то, что если били по одному телу, он страдал от неописуемой боли, однако если били по всем 3 телам, сознание Малима ощущало тройную порцию боли, он отбился от третьей волны демонов с бычьими головами. Когда возникла 4-я волна быкоголовых демонов, их было 36, а у Малима появилось 4-е тело. Малим потерял контроль над телом, он мог лишь смотреть, как быкоголовые демоны дико на него нападают. 5-я волна, 6-я волна, 7-я волна. Телу Малима становилось все больше, и он потерял над ними контроль. По каждому телу ударили хлыстом. Малим ощутил боль сразу в десятки мест, а потом понял, что теряет сознание. Но это было духовное пространство, и потерять сознание он не мог. Тело Малима продолжало раскалываться, а в пространстве появлялось все больше демонов с головами быков. 100-я волна, 1000-я волна, 10-тысячная волна. У Малима было больше 10 тысяч тел, каждая из них была в ловушке пылающего столба, во власти демона с головой быка. Каждая подвергалась пыткам сотен демонов. Даже слабая рана, усиленная в 10 тысяч раз, приводила к серьезному ущербу. Не говоря уже о том, что органы Малима переживали тяжелые пытки. Вместе все это становилось потоком мучений, которые накидывались на его разум и душу. Разум Малима был готов рассыпаться на осколки, как стекло. Глава 330, прилагая все усилия. Этот вид атаки был беспрецедентным. Неограниченное приумножение боли и несчитанные ее источники настигли мгновенно, а невыносимая психологическая пытка каждый раз становилась в десятки тысяч раз сильнее. Словно огромная волна, которая снова и снова обрушивалась на слабую жертву проклятием, и в результате можно было не сомневаться. Возможно, Малим был солдатом с очень крепкой волей. Вот только ментального демона было достаточно, чтобы сокрушить любого солдата, не говоря уже о том, что сейчас демон был в десятки тысяч раз сильнее. Возможно, после такой атаки даже сильнейший воин мира тронулся бы умом. Даже избежав смерти, он мог остаться лишь сумасшедшим. Это было бесконечное чистилище, несравненно сильная атака божественного чутья-чутеня, боль и страдания были водой, которая непрерывно атаковала плотину, из-за чего разрушалась ее структура. Когда сознание Малима было на грани разрушения, духовный мир лопнул, как пузырь. Сила девятиглазого демонического бога исчезла. Лицо чутеня побелело, намокло от пота. Черт, еще чуть-чуть, Малима вернула в реальность, он издал жалкий крик и конвульсивно упал на землю. Его душа тяжело пострадала, и он пока не мог себя излечить. Но дух его рухнул не полностью, культивационный фундамент Малима все же был лучше, чем у чутеня, и чутянь не мог его подавить. Он даже сначала немного блокировал атаку божественного чутья, отняв у чутеня немало сил. Так что атака стала сильно урезанной, не разрушив душу Малима до конца. Это было плохо, у него действительно не было сил на еще одну атаку. Мэн Цину понятия не имела, что произошло, потому что время в духовном мире и реальном текло по-разному. В духовном мире чутянь мучил Малима целый день, но в реальности прошло всего несколько секунд, и очевидцы не поняли, что произошло.
Мэн Цин увидела, как Чутянь уставился на Малима, тот помешался, а Чутянь упал на землю. Что случилось? Чутянь лежал и не мог даже пошевелиться, он процедил сквозь стиснутые зубы. «Разберись с ним, лисенок». Глаза лисенка вспыхнули изумрудно-зеленым светом, который поработил грозового ястреба. Клюв грозового ястреба посинел, на нем сгустилась молния. Грозовой ястреб энергично сопротивлялся лисенку. Лисенок издал пронзительный вопль, и тело грозового ястреба задрожало, когда лисенок проник в его сознание. Наконец-то грозовой ястреб был у него под контролем. Он резко каркнул. Проклятие. Тело Малима дрожало, он даже не мог поднять меч. Мое тело. Ах. Я хочу убить тебя. Я хочу убить тебя. Чутянь был уже без сознания. Раны Малима были тяжелыми. Оправиться от духовной раны было трудно, она будет преследовать его всю оставшуюся жизнь. Однако после такой жестокой атаки Малим все же мог выжить, а Чутянь уже потерял все силы, чтобы сопротивляться. «Вы все умрете», дрожа всем телом, Малим встал на колени, его взгляд не мог обрести сосредоточенность. Откинув голову, он взревел, его глаза налились кровью, словно у зверя, и он потянулся к длинному мечу, что лежал на земле. Адское пламя, дрожащий меч выпустил бурю огня, который хлынул во все стороны. Малим не мог направить атаку прицельно, поэтому призвал атаку широкого охвата, чтобы убить всех, кто находится вокруг. Спикировав вниз, грозовой ястреб ударил Малима молнией, мгновенно отбросив его в сторону, и тот тяжело приземлился. Он не удержал меч, который упал в нескольких метрах от него. По земле пронесся дракон черного пламени, оставив выжженную рытвину. Слабо рыча, Малим поднялся. Раскрыв когти, грозовой ястреб схватил его. Половина его тела была вдавлена в землю, и грозовой ястреб взмахнул крыльями, пытаясь убежать. Малим взревел, выпустил энергию, и грозового ястреба ударила об землю пугающая сила. Он попытался разорвать грозового ястреба пополам. Лисенок забеспокоился. Если грозового ястреба убьют, иного выхода у них не будет. Лисенок был не очень сильным. Его демонические методы действовали лишь на демонических зверей, но не на людей вроде Малима. В этот критический момент Мэн Цин выхватила адский меч Чутяня и направилась к Малиму. Пока Малим сопротивлялся хватке грозового ястреба, она вонзила меч в спину Малима. Духовная энергия отбросила Мэн Цин на 5 метров, и она ощутила острую боль в запястье, словно оно хотело выскочить наружу. Не сработало, противник оказался слишком сильным, хотя его душа была ранена, а она не смогла причинить ему боль. Лисенок нашел магазин, который лежал возле Чутяня, и подобрал его. Это был один из магазинов с кровавой сталью инь. Он сломал магазин и достал все иглы, а потом помахал Мэн Цину. Мэн Цин кивнула. Лисенок выпустил несколько десятков кровавых стальных игл инь, каждая из которых была наполнена демонической магией. Они полетели к Малиму быстрее звука. Душа Малима была разрушена, как он мог ощутить нападение? Он даже не мог защититься. Иглы вонзились в Малима, а 2 даже попали в глаза. Арк. Издал дикий рев Малим и взмахнул лапой, оставив в земле 5 глубоких рытвин. Это была атака эксперта истинной души, несомненно, она могла убить Мэн Цину, но душа Малима была разрушена, и ему трудно было обнаружить Мэн Цинун. Мэн Цину поняла, что должна рискнуть. Она подняла адский меч Чутяня и посмотрела на Малима. Ей нужно было успеть, пока был шанс, адский меч испустил сияние. На лезвии появилось сине-белое пламя. Мэн Цин поразилась. Меч придал ей силу, однако Мэн Цин явно не была владельцем адского меча. Возможно, именно этим адский меч и отличался от обычных духовных предметов. Обычный духовный предмет не обладал высоким интеллектом, а адский меч самостоятельно мыслил. Когда Мэн Цин решила применить адский меч, дух оружия стал решать, отказать ей или нет. Чутянь уже лежал без сознания, и Мэн Цину нужно было убить зверя, чтобы спасти его. Адский меч не отверг Мэн Цину, освободив силу и укрепив ее атаку. Мэн Цин собрала всю духовную энергию и прыгнула вперед. Меч породи сине-белую дугу, которая разрубила шею Малима, и его голова откатилась. Во все стороны брызнула кровь. Эксперт гончих войны погиб от руки слабой и неспособной к бою Мэн Цину. Она и подумать не могла, что у нее будет шанс убить эксперта истинной души. Лисенок издал вздох, наконец он спас свою хрупкую жизнь. Мэн Цин обыскала труп Малима и нашла только небольшую сумку. Мэн Цин ощутила в ней энергию пространства, значит, это была сумка пространства. Хотя там было всего 5 кубических метров, все же это был пространственный предмет. Не заглядывая внутрь, Мэн Цин подняла черный меч Малима и подошла к Чутяню.
Она упала ему на грудь и прислушалась. Сердце билось медленно и слабо, но умереть он не мог. Мэн Цину не понимала, какие у Чутяня раны, но догадывалась, что дело плохо. Стиснув зубы, Мэн Цин взяла Чутяня на спину и направилась к имперскому городу. Вчера Чутянь нес ее, а сегодня она его. Они были настоящей парой. Но Мэн Цину не нужно было идти слишком далеко. Спустя несколько десятков километров она нашла сторожевую башню Южного Лета. Когда она доказала личность Чутяня, солдаты нашли тележку, запряженную чудовищами, и отправили их в имперский город. Имперский город был в беспорядке. Великий ученый прибыл днем раньше и сообщил, что фронт пал в руки врагов. Гоу Цаньцу прибыл в имперский город с тяжелыми ранениями. Многие видели это лично, и новость мгновенно вселила в людей страх. Всего за день с фронта дезертировали несколько тысяч солдат. Вести, которые они принесли, потрясли жителей имперского города. Король Клык привел армию гончих войны, которая прорвала линию фронта. Короля Южного Лета, который осматривал фронт, убил Ван Тяньлун. Прибыли сразу две печальные новости. Имперский город вообще не был готов к подобному. Теперь, когда безмольного правителя не было рядом, а государство Цан было ловушкой, даже получив новости, он не мог вернуться вовремя. В гарнизоне имперского города было 400 тысяч человек и 2000 королевских рыцарей. Но достаточно ли их было, чтобы остановить армию гончих войны, когда король Южного Лета пал, трон перешел безмольному правителю Дун Фанганю? Возможно, король Южного Лета даже представить не мог, насколько ухудшится положение. Гончие войны прорвались сквозь линию фронта и в тот же день пошли маршем на юг к имперскому городу. В ближайшие несколько дней должна была разразиться грандиозная битва, и руководители, и командиры были в оцепенении. Страну охватила паника, ситуация складывалась прескверная. Мэн Цин из торгового чуда принесла Чутяня. В имперском городе ее знали и называли первой красавицей Южного Лета. В этот раз Чутянь и Мэн Цин были с королем Южного Лета на фронте, поэтому, когда гончие войны прорвались вперед, они, скорее всего, оказались в опасности. Люди поверить не могли, что Мэн Цин действительно вернулась. Она вернулась, однако выглядела не очень хорошо. Белоснежная одежда была в грязи и крови, а волосы спутались. Лицо ее было осунувшимся и слабым, она хромала, явно раненая в бедро. Положение Чутяня было еще хуже. Он был без сознания, а жизненные показатели были очень слабыми. Старшая, Чутянь, Мэн Ин, Наньгун Юнь и остальные провели день в беспокойстве. Когда они узнали, что они благополучно вернулись, то немедленно побежали их встретить. «Вы до смерти меня напугали». Глаза Мэн Ин затуманились, она крепко обняла Мэн Цину. «Вы двое — важнейшие люди для Ин. Если кто-то из вас умрет, я тоже захочу умереть». Мэн Цину похлопала Мэн Ин по спине и с облегчением вздохнула. «Я не раз думала, что больше не увижу тебя». Чтобы вернуться, Чутянь рисковал жизнью. Но он в плохом состоянии, Мэн Ин нервничала. Когда она увидела, что Чутянь в крови, она округлила рот. Что произошло с Чутянем? Почему он ранен? Он так тяжело ранен. Я тоже не знаю, как Чутянь получил ранение, было неизвестно, однако он, кажется, сам себя ранил. Что касается его травм, то Мэн Цин, судя по слабым признакам жизни, находила их очень серьезными. И чего мы тут стоим? Подошла Наньгун Юнь и перекинула Чутяня через плечо. «Ин, быстро сообщи этим старикам из исследовательского центра, пусть осмотрят Чутяня».